Когда армия КНДР вступит в бой, в Минске слышны взрывы, а на украинском фронте появилось новое горячее направление. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Грузия отказывается от условий Евросоюза. От каких именно? Претенденты на пост президента в США переходят к черным технологиям. Я говорю вам, это не то, чего вы хотите. Пропаганда – это российский культурный код, так говорят в РПЦ. Можно сказать, что эта проблема обнажает некие духовные язвы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а мы пока начнем. Около 8 тысяч северокорейских военных находятся в Курске и готовы отправиться на границу, говорит госсекретарь США. Всего, по оценкам Госдепа, в России находится порядка 10 тысяч военнослужащих из КНДР, в то время как Южная Корея и Украина оценивают это количество в 11 и 12 тысяч соответственно, сообщает агентство Associated Press. Блинкен также отметил, что российские военные обучают северокорейцев работе с артиллерией, беспилотниками и ведению пехотных операций, включая тактики зачистки окопов, что указывает на планы использовать северокорейские силы на передовой. США ранее призывали Китай содействовать возвращению северокорейских войск на их постоянные базы, а Германия, в свою очередь, заявила о возможности введения новых санкций против Пхеньяна, если северокорейские военные примут участие в конфликте в Украине. То есть северокорейские военные не квалифицированные военные, они не обученные, они не обстрелянные, боевого опыта у них с 1953 года нету. Были только отдельные такие экспедиционные, скажем так, миссии во Вьетнам, в Зимбабве, но там ездили для подготовки, если не ошибаюсь, личной гвардии тогдашнего диктатора, ну там по согласованию с первыми лицами, то есть там отдельная категория военнослужащих ездила, специалистов, но, еще раз, боевого опыта у северокорейской армии нет. Это раз. Но есть оборотная медаль, оборотная сторона этой северокорейской медали – это количество. Если это количество, арифметически там, в среднем оно не такое уж и большое, если сравнивать там, с разными направлениями, но 12 тысяч, если не появятся на одном направлении, например, на Курском, то за счет массы, за счет объема, количества, численности, они могут сделать, конечно, много беды для наших военных. То есть могут действительно иметь какой-то успех. То есть недооценивать не стоит вообще от слова совсем. Другое, еще одна такая сторона – это то, что Украина начала готовиться к этому гипотетическому участию и активно приглашает южнокорейских специалистов. А глава МИД КНДР заявила, что они всей страной с рождения за Россию и до победного конца. С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу. О том, какая реакция Соединенных Штатов Америки должна последовать, какая реакция сейчас и достаточная ли эта реакция, поговорили с главой Института американистики Владиславом Фарапоновым. Время объявление даже этой новости, даже если это случилось там чуть-чуть раньше, конечно, было выбрано с российской стороны, скажем так, не просто так. То есть, конечно же, расчет был на то, что накануне выборов никто не сможет предоставить какую-то такую внятную реакцию. И, в принципе, тут стоит признать, что отчасти оно так и получилось. И особо, скажем так, какой-то такой сильной реакции, которая была бы заметна в американском медиапространстве или на уровне даже избирателей, скорее всего, не получилось. То есть, несмотря на то, что, да, конечно, об этом знают те, кто следит за внешней политикой, конечно же, об этом говорит администрация, но это все могло бы быть на более высоком и более доступном для американских граждан уровне, чтобы показать вообще, что это значит, и вообще даже, как минимум, чтобы эту новость заметили.
Российские отмазки пригодились и в Беларуси. Переход на сверхзвук. Именно так российские так называемые власти объясняли жителям разных регионов звуки взрывов, когда ПВО не справлялось с обстрелами. Жители Минска и окрестностей услышали громкий звук, напоминающий взрыв. Министерство обороны Беларуси пояснило, что это был звуковой эффект от перехода на сверхзвуковую скорость истребителя Су-30СМ, поднятого в рамках проверки дежурных сил ПВО и для проверки контрольной цели. Согласно законодательству, прямого запрета на полеты истребителей на сверхзвуковой скорости над населенными пунктами нет, но существуют ограничения. Согласно статье 86 правил использования воздушного пространства, полеты на сверхзвуковых скоростях разрешены на высоте 11 300 метров и выше. Ниже этой высоты такие полеты допускаются только в специальных зонах или при выполнении боевых задач по отражению нападения на Беларусь. Оккупанты возвращаются к активным действиям на юге Украины. Аналитики Института изучения войны утверждают, что они могут начать наступательные действия в Запорожской области. Возможными направлениями ударов называются Гуляйполе, Орехов и Каменское, где в последнее время участились вылазки вражеских диверсионно-разведывательных групп. Предполагается, что целью российской армии может быть продвижение на 30 километров вглубь территории, чтобы приблизиться к Запорожью, отодвинуть вооруженные силы Украины от Энергодара и Запорожской атомной электростанции, а затем начать переговоры с позиции ультиматума. Ранее сообщалось, что российские войска активизировали наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей, достигнув локальных тактических успехов. В частности, подразделения 336-й морской пехотной бригады и 394-го мотострелкового полка прорвали украинскую оборону возле села Левадное, расположенного юго-западнее Великой Новоселовки. Кроме того, российские военные начали наступление в сторону Работина на Запорожье. Наши военные на этом направлении уже последние, наверное, полгода фиксируют перемещение техники, людей, грузы. И уже давно есть убеждение, что рано или поздно здесь, на запорожском направлении, начнется какая-то наступательная операция. Большая, маленькая, средняя, основная или для отвлечения внимания, трудно сказать, но подготовка идет, и наши военные тоже это фиксируют и готовятся к этому. Буквально месяц назад была попытка у российской армии прогрызть украинскую оборону. Приблизительно это было, очень приблизительно, Гуляйполе и Великая Новоселовка, приблизительно на границе, на административной границе Донецкой и Запорожских областей. Вот ровно вверх, на север прогрызть украинскую оборону. Ничего не вышло, там только порядка до километра смогли пройти, но, как наши военные говорили, без закрепления. Поэтому есть вероятность, что, скорее всего, в этом направлении они попробуют дальше продолжать свой успех, развивать его, по крайней мере, пытаться. Это наступать вдоль административных границ Запорожской, еще раз, и Донецких областей, строго на север для перерезания сообщения Курахова-Запорожье. То есть перерезать эту автостраду, и тогда, в принципе, для российской армии открываются новые горизонты. Грузинские власти отказались выполнять одно из условий для возобновления переговоров с ЕС, которое предполагало отзыв закона об иноагентах. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что партия не намерена отзывать закон о прозрачности иностранного влияния. Во-первых, правильный грузинский закон, а не российский, как вы его все называете. А во-вторых, оставим в покое российский или грузинский. Они называют все национальное грузинское российским. Многие политики в Европе тоже так делают, если видят что-то традиционное, консервативное. Это такой тренд, когда консервативное и традиционное называют российским. По словам Мдинарадзе, без этого закона, по его мнению, сейчас на проспекте Руставели собрались бы десятки тысяч человек для протеста. Кроме того, он подчеркнул, что закон о прозрачности и запрет на пропаганду получили поддержку значительной части грузинского народа на выборах. Я напомню, что отмена именно этих законов были условиями Европейского Союза для того, чтобы возобновить коммуникацию с Грузией. Количество пострадавших от наводнений в Испании растет. По состоянию на момент записи видео общее количество достигло 205 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества Валенсия. В затронутых наводнением регионах Испании продолжаются поисково-спасательные работы. Движение по многим улицам и дорогам Валенсии остается невозможным. В некоторых местах до сих пор нет электричества, водоснабжения и стабильной телефонной связи.
Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб. В среду правительство Испании объявило 3-дневный траур в связи с гибелью людей в ходе разрушительных наводнений. Предвыборная борьба в США выходит на новый уровень. Оскорбления и обвинения становятся привычными для предвыборной кампании. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сказала, что высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о женщинах очень оскорбительны. Харрис отреагировала на высказывание Трампа в среду, когда он сказал, что хочет защитить женщин, цитирую, «нравится им это или нет, от ракет иммигрантов», конец цитаты. Харрис сказала, что эти высказывания очень оскорбительны для женщин с точки зрения непонимания их власти, их авторитета, их права и способности принимать решения относительно собственной жизни, включая собственное тело. Теперь каждая третья женщина живет в штате, где Трамп запретил аборты и имеет законодательное ограничение на право, которое она должна иметь, чтобы принимать решения относительно своего тела. А Дональд Трамп, ее оппонент, дал интервью Такеру Карлсону, где продолжил оскорблять Камалу Харрис. Но это так много врет, и у нее низкий IQ. Она даже не знает, что лжет. Я говорю вам, это не то, чего вы хотите от своего президента. Это не то, чего вы хотите. У нее очень низкий IQ. Она тупая, как камень. И вы не можете ее допустить управлять страной. О том, во что могут превратиться эти выборы президента США, мы поговорили с главой Института американистики Владиславом Фарапоновым. Выбор действительно, что называется, ноздря в ноздрю, и, конечно же, все решается в так называемых ключевых или колеблющихся штатах. Их в этом году 7. И, в принципе, там тоже из этих 7 примерно в половине там лидирует Камала Харрис, в другой половине Трамп, и еще в нескольких штатах там очень, очень маленькое преимущество одного или другого кандидата, что там даже меньше одной целой процента. То есть там буквально там 0,7, 0,6, там разные опросы дают разные цифры. Поэтому в этом вся и причина, почему все сводится к вот этим вот колеблющимся штатам, потому что там разница фактически минимальная, или же можно сказать, что этой разницы там практически нету. В РПЦ считают, что у россиян сбился культурный код, потому что они новостей не читают. Теперь стало понятнее, что именно они пытаются передать своей пропагандой – культурный код. Об этом говорит глава этой организации, добавляя, что при Сталине такого не было. Однако большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам и легкая беззаботность ведь очень сильно контрастирует с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди, особенно молодые ребята. Можно сказать, что эта проблема обнажает некие духовные язвы. Нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности? Не свидетельствуют ли они о некоем сбое в нашем культурном коде? Увеселительные шоу смотреть нельзя, культурный код потеряете. А еще в РПЦ призывают не заводить романы на работе. Правда, только мужчин. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Жду, что вы подпишетесь на канал. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.